подружка! Я Изабелла. Я собрала для тебя 5 самых глупых мифов про месячные. От своих подружек ты могла слышать много невероятных заблуждений и суеверий про критические дни. Это нельзя, то опасно, третье невозможно. Давай вместе разберемся, где правда, а где ложь. Но сначала не забудь подписаться на канал «Секреты юной леди» и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые полезные видео. А если после просмотра этого видео про месячные у тебя останутся вопросы, ты всегда можешь задать их в комментариях, а я постараюсь ответить на твои вопросы. Итак, миф первый. Месячные должны начаться в определенном возрасте. На самом деле нет правильного возраста для менархии, так по-научному называется первая менструация. Абсолютно нормально, что у твоих подруг месячные идут уже несколько лет, а у тебя даже бели еще не появились. У каждой девушки своя генетика, свое строение тела и свой образ жизни, а именно эти факторы влияют на возраст первой менструации. Обычно возраст первых месячных передается по наследству. Скорее всего, у тебя менархия появится тогда же, когда у твоей мамы. В большинстве случаев это происходит в 9-15 лет. Если первая менструация не началась после 16, попроси маму сводить тебя к гинекологу. Миф второй. Месячные должны идти каждый месяц. Конечно, месячные так и называются, потому что обычно идут каждый месяц. Но на самом деле менструация может приходить и уходить из-за серьезных проблем со здоровьем, вроде недостатка веса или анемии, а также из-за простых изменений в расписании и образе жизни. А для девочки-подростка с неустоявшимся циклом задержки между месячными обычное дело. Миф третий. Пропали месячные, значит беременна. Наверняка у тебя такое тоже было. Месячные задерживаются всего на день, а ты уже мысленно думаешь, как сказать маме про будущего ребенка. Не стоит паниковать раньше времени. На задержку влияет множество факторов: стресс, переживания, болезни, набор или потеря веса, путешествия, смена погоды и питания. В подростковые годы месячные скачут на 3-5 дней вперед и назад, приходят через 2 или 3 месяца, а у некоторых женщин месячные нестабильны всю жизнь. Но если твой цикл уже давно стал регулярным, а месячные не приходят более недели, запишись к врачу или сделай тест на беременность. Миф четвертый. Тампон может потеряться внутри. От такого, конечно, никто не застрахован, но это бывает очень-очень редко. Если ты не можешь вспомнить, вынула ты тампон или нет, ляг на спину и осторожно введи чистые пальцы во влагалище. Ты обязательно почувствуешь тампон, если он там есть. Если ты не можешь вынуть тампон самостоятельно, обратись к врачу. Средство не должно находиться внутри больше 8 часов. Миф пятый. Синдром токсического шока придумали производители прокладок. К сожалению, это реальный синдром. Симптомы могут включать лихорадку, рвоту, кашель, сыпь, шелушение кожи и низкое кровяное давление. Хотя синдром токсического шока бывает очень редко, без медицинской помощи это состояние может привести к очень серьезным последствиям и даже угрожать жизни. Обязательно меняй тампон раз в 3-4 часа и никогда не оставляй его внутри дольше, чем на 10-12 часов. Как видишь, подружка, мифов про месячные очень много, поэтому не стоит верить всему, что ты слышишь от подружек. И если это видео было тебе полезно, не пожалей лайка. А если остались вопросы, задай их в комментариях. До встречи, подружка! Ах да, совсем забыла сказать, есть еще один очень опасный миф про то, что нельзя забеременеть во время месячных. На самом деле, во время менструации нужно придерживаться тех же правил, что и в обычные дни, хотя шанс забеременеть в то время ниже, чем обычно, но все равно есть. Пока-пока!